Пол Маккартни и Дональд Трамп. Пол Маккартни – всемирно известный музыкант, любимый и уважаемый. Дональд Трамп – президент Соединенных Штатов Америки. Специфическая личность. И я думаю, каждый из вас знает, что недавно оба этих человека приняли участие в небольшом диалоге. Я уверена, что вы читали, вы и видели и запись этого диалога, и вы читали комментарии по поводу этого диалога, и было очень много обсуждений. У нас не стоит сегодня цель обсуждать конкретно это событие, которое, безусловно, имело определенное влияние социального, культурного, политического характера. Окей? Мы не будем это сегодня обсуждать. Сегодня я бы хотела вообще отменить прошлые правила, так как я вела пятницы, посвященные теме физиогномика. Я не буду вам давать полноценный портрет одного человека и второго. Я просто хочу, вот давайте так, чтобы это было интерактивно, чтобы это было интересно для вас. Я вам буду давать характеристики, которые я читаю с их лиц. А вы мне напишите, где именно вы видите проявление этих характеристик. Хорошо? Будет вам так это интересно? Вот давайте попробуем, что из этого выйдет. Каждый человек видит другого человека через призму своей боли и через призму того опыта прошлого, который он прожил в своей жизни. Поэтому я уверена, что ваше восприятие тоже будет разным. В чем-то вы будете сходиться, в чем-то расходиться. Ну, собственно, это нормально. Поэтому я предлагаю этичную, культурную дискуссию между нами всеми по поводу характеристик этих двух людей. Сразу скажу, я оценок здесь, естественно, не ставлю, и цель у меня такой здесь нет. Понятия хорошо-плохо для меня не существует, я в этих категориях давным-давно отвыкла мыслить, и вам рекомендую, потому что это все очень относительно. Что такое хороший человек, что такое плохой человек, я думаю, вы знаете, что это сиюминутные такие явления. Сегодня да, завтра нет. И для тех, кто случайно попал на мою запись сегодня, я хочу немножечко представиться. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я тренер по гимнастике для лица и практикующий физиогномист. Как обычно, моя самопрезентация, я читаю лица и составляю физиогномические портреты, психологические портреты личности. Я провожу индивидуальные консультации, платно, это все платные услуги, и консультирую пары, если в парах есть какие-то конфликты, несостыковки, какое-то неприятие. Вот. Это все возможно решить с помощью коучинговой сессии или обычной физиогномической сессии после разбора лица по фотографии. Поэтому обращайтесь. Меня легко найти в Инстаграме Лиза Фейскод. Пожалуйста, очень легко меня там найти. Вот. Это очень коротко. Да. Обычно темам физиогномики я посвящаю только пятницу, но ввиду последних событий я добавила туда и понедельник. В понедельник я рассказываю какие-то личные истории, делюсь каким-то своим опытом, потому что я периодически хожу на свидания с испанскими мужчинами, читаю их лица, делаю для себя выводы, наблюдаю, улыбаюсь и прощаюсь с ними навсегда. И когда у меня спрашивают, не ошибаюсь ли я обычно говорю, я бы хотела, но я не ошибаюсь. На эту тему у меня есть обучающий курс, очень полезный для женщин, которые находятся в поиске партнера. Он называется «Опасные мужчины». Об этом курсе сказано вот здесь в видео «Антигерой», или в Инстаграме тоже очень много информации. Эти знания, правда, позволяют вычислять негодяев по лицу за первые минуту, 2-3. Поэтому, женщины, это вам на заметку. Особенно, если вы знакомитесь с иностранцами, не очень хорошо владеете языком, это будет полезно. А теперь вернемся к нашей теме сегодня. Я предложила сделать такой интерактив. Вы напишите, где вы видите проявление черт характера, которые я прочту по лицам наших сегодняшних героев. Но перед этим еще один маленький нюансик. Нашлись люди, которые после того, как я записала видео про Петра Гуменника, вот здесь можете посмотреть его, нашлись люди, которые позволили себе упрекнуть меня в том, что я никогда раньше не слышала об этом человеке. И что, как это не стыдно не знать такую фигуру. Вы знаете, я вообще мало кого знаю и мало что знаю в этой жизни. Вот совсем очень мало знаю. Представляете? Я не знаю. Я очень далека от фигурного катания, если бы не Олимпийские игры, если бы не вы, которые ткнули мне пальцем в его
персону, я бы и не знала дальше. И вы знаете, я предпочитаю ничего не знать о людях, лица которых я анализирую, лица которых я читаю. И прежде всего это мои клиенты, чтобы быть максимально, знаете, как непредвзятой. Вот чтобы у меня не было предвзятого отношения, чтобы не было сравнения вот этого всего. Есть физиогномический портрет, по 24 из 25 черт характера он всегда совпадает. То есть у меня бывают ошибки в одной-двух чертах характера, ну, иногда люди просто не хотят признаваться в каких-то там своих теневых сторонах. Окей? Потому что, когда мне несколько человек прямо высказались, как вы можете не знать такую звезду, окей, я спрошу у вас, если вы здесь есть, если у вас хватило смелости, мужества остаться на моем канале и продолжать смотреть мои видео. Вы знаете, кто такой Александр Усик? Знаете? Вы знаете это лицо? Это человек, известный на весь мир. На весь мир. Не в пределах одной страны, а на весь мир. Александр Усик – это многократный мировой чемпион по боксу. Вы его знаете? Я далека от бокса, но он украинец. Второе. Вы знаете, кто такой Педро Санчес? А? Вот вы знаете это лицо? Между прочим, Педро Санчес, как глава испанского правительства, сейчас противостоит Дональду Трампу в том, что он не поддерживает его идею. Вы сами знаете какую. Поэтому это тоже звезда, отличившаяся на весь мир. Вы его знаете? Мы много чего не знаем, и в тех сферах, к которым мы не касаемся, это нормально не знать. Поэтому, пожалуйста, мне совершенно не стыдно не знать кого-то там. Я занимаюсь айкидо. Я знаю всю свою линию сенсеев в Японии. Не только в Испании, но и в Японии. Всех. До непосредственно учеников Марихея Уэсибы. Я их знаю поименно. И по всех их уровнях. Потому что это моя сфера интересов. Поэтому давайте просто будем друг другу терпимыми. Окей? Поехали. Итак, Дональд Трамп. Дональд Трамп. Я не знаю человека, кто его не знает. Все его, по-моему, знают. Что мы видим? Смотрим на фото. Мы видим прежде всего что? Много волос. Более того, я не буду сейчас спамить фотками из его молодости, но у него вообще волос всегда было много. Что значит волосы? Давайте, это характеристика номер 1. Это естественное проявление. Это вот он проявляет свою природу. Но я вам обещала дать характеристику. Смотрите, характеристика номер 1. Проявление своей природы такой, какая она у него есть. Вопросы. Какова его природа? Где он ее проявляет? И каким образом? Много волос. Посмотрите, пожалуйста. У него есть две глубокие, достаточно вертикальные морщины у оснований бровей. Это говорит о том, что идет сверхэксплуатация как левого, так и правого полушарий. Сверхэксплуатация – это когда ресурсов для нормального функционирования не хватает, и человек начинает напрягаться, чтобы задействовать одно полушарие, либо второе. В данном случае он пытается задействовать оба. Характеристика номер 3. Брови. Мы уже говорили, да, видео про Эпштейна. Значение бровей, и вы знаете уверенно, что Трамп точно так же фигурировал в этом деле. И продолжает фигурировать. То есть он там был замечен неоднократно. Смотрите, если сравнивать брови Дональда Трампа в молодости и сейчас, в молодости они у него были более скругленными. Но уже тогда намечались вот эти углы. Вот эти углы намечались. Значение этих углов – это самолюбование. Это когда человек вот прямо доволен собой. Более того, у него форма бровей ближе к форме бровей манипулятора. На курсе «Опасные мужчины» мы рассматриваем манипуляторов. Ближе к бровям манипулятора. И к бровям человека это возникло в процессе жизни, то есть в молодости у него такого не было. Но благодаря внутренним состояниям и микромимике вот этой вот зоны у него возникли вот такие углы, что говорит о том, что человек чувствует, вернее, скажем так, чувствует свою безнаказанность, что бы он ни начудил, он будет молодец для себя, и ему ничего за это не будет от других. Понимаете? А теперь подумайте, где проявляется его чувство безнаказанности. По поводу бровей хочу добавить.
опять-таки, со временем его брови, хвосты его бровей полысели. Лысые хвосты бровей – это хитрость и коварство. Где он хитрый и где он коварный? Расскажите мне, пожалуйста. В общем, восторг от себя вы поняли. Далее. Обратите внимание, глаза. Это очень интересный маркер. У него глаза направлены на висок. Вот так вот, видите? Вот посмотрите внимательно. Причем в молодости было точно так же. Этот маркер меняется со временем, но у него он остался. Когда внешние углы глаз направлены на висок, это говорит о том, что человек является великим комбинатором, потому что направлена на комбинатор. Здесь находится комбинаторная зона, часть мозга, которая, знаете, так, великий комбинатор. Это как игра в пятнашки. То есть он понимает цель, и он смотрит, каким образом, с помощью чего, с помощью каких ресурсов, что ему надо задействовать, чтобы он пришел к этой цели. Понимаете, о чем я? Где это на него похоже? В той деятельности, которой он занимается. Комбинаторство, комбинаторика. Ровный нос. Нос очень системный. Я бы не сказала, что он короткий, не такой уж он прямо сильно и короткий, он средний. Он больше практичный нос, он ровный. Это нос системного человека, где он проявляет системность. Системность. Шестое. Носогубные складки. Носогубные складки у него идут, интересно так, если хорошо посмотреть на фотографии, они у него идут как бы мимо рта и достаточно далеко мимо рта. Они у него ближе к импульсному желваку. Не на сам импульсный желвак, не прям вот так, но и далековато от уголочка. То, что он делает, ему нравится. То есть мало того, что он в восторге от себя, его еще прет то, что он делает. Поймали характеристику? Где он делает что-то, что ему нравится? Губы. Собственно, у него губы стали тоньше со временем, тоже это такая характеристика, которая меняется. Потому что то, что происходит вокруг него, он не хочет воспринимать так, как он воспринимал это раньше. Он был очень восприимчив в молодости. И есть даже, не раз я замечала, когда он губы втягивает внутрь, поджимает. Прямо вот так вот. Чтобы спрятать от внешнего мира рецепторы губ, да, с помощью которых мы воспринимаем. Вот так вот. Прячется. Хочет больше думать головой, но там немножко другой случай. Смотрим в профиль. Что вы видите? Что бросается в глаза? Угол скоса лба, скошенный лоб. Импульсивность, неспособность держать себя в руках, неспособность себя контролировать, сдерживать. Быстрые, импульсивные решения. Знакомо? Быстрая реакция, то есть отсутствие продуманных каких-то глобально продуманных стратегий. Есть раздражитель, он отреагировал, он отреагировал, он отреагировал. Я бы сказала, что люди с таким лбом, они реагируют с позиции инстинктов. А инстинктов у нас 3. Самосохранение, выживание, да, инстинкт потребления и инстинкт размножения. Вот интересно, руководствуясь каким инстинктом реагирует Дональд Трамп. Вот. И поверьте, длительных рефлексий в этом лбе нет. Потому что там передние лобные доли, они не очень большие. Да, несдержанность это тоже туда же. Но вы знаете, кстати, я сейчас здесь хочу остановиться, чтобы там прям вы не подумали совсем плохо про него, про других людей с сильно скошенным лбом. Есть ситуации, когда способность быстро реагировать спасает другим жизни. А это как раз про быстроту реакции, такие лбы. Потому что ровные лбы будут сидеть, думать долго и много, и момент могут пропустить. Посмотрите, пожалуйста, на его подносовой желобок. Это вот это место. У меня оно тоже высокенькое. Авантюризм. Авантюризм. Не разбираясь, идем вперед. Впрыгиваем в ситуацию и потом уже смотрим, что здесь происходит. Так, что здесь дают. Да, авантюризм выражается как раз вот этим нежеланием, неспособностью, отсутствием необходимости, отсутствием смысла думать о том, а что нам это даст в будущем. Какие-то просчеты, какие-то вот эти сложные вычисления. Нет, ему проще куда-то вляпаться и потом ориентироваться по обстоятельствам.
Кто за собой такое замечал? Кстати, у кого высокий подносовой желобок, тоже можете отозваться. Вот я такая. Мне правда проще. Я если просто начну в простройку алгоритмов вдаваться, я вообще никогда ничего не сделаю. Я так и останусь лежать на диване и клацать YouTube. Так. И последнее, на что я хотела бы обратить внимание, помимо того, что у него слабовата челюсть. Сказать, что у него сумасшедшая стрессоустойчивость, ну нет, я не могу. Это скорее люди, которые действуют из-за угла, не идут в прямую конфронтацию, атаку. Он выдержит ее, но он туда скорее не будет ходить. Ему сложно вообще даются такие манипуляции. Уровень расположения ушей. Посмотрите, насколько низкий. Все, что его интересует, это его выгоды. Вот его мотивация базовая – это практичность и максимальная прагматичность. Но быть прагматичным ему мешает его импульсивный лоб. Но практичность – это будет ли мне это выгодно? Вот это прежде всего. А я не договорила про носогубные складки, которые идут скорее на импульсный желвак, чем на тяговый, скорее, да? То есть ему нравится то, что он делает. Вот, то есть ему важно, чтобы ему это было выгодно, но ему важно, чтобы ему это нравилось. То есть здесь выгода и удовольствие. Вот у него в одной цепочке идут такие. Посмотрите, пожалуйста, на все эти черты характера и дайте мне обратную связь. А мы с вами перейдем к исследованию лица Пола Маккартни. Я безумно уважаю этого человека как личность. Вот как личность. И как человека очень высокоэтичного и трудолюбивого. Что скрывает его лицо? Опять-таки, мы видим много волос. И, собственно, Пол с самой молодости носил длинные, хорошие волосы. Много волос. Естественное проявление. Если в его природе что-то заложено, вот он это проявляет. Кстати, минимум масок. Вот чего-чего, отыгрыванием ролей, вот я за ним этого не замечала. Если вы замечали, вот скажите мне об этом. Но вот он проявляет себя такой, какой он есть, свою природу. Если он талантливый музыкант, так он это и проявляет. Извините меня. Где еще? Кто еще что о нем знает? Потому что я не знакома с ним лично. Высокий лоб. У него мощный интеллектуальный потенциал. Но когда мы посмотрим на него в профиль, у него, окажется, лоб тоже скошен. То есть, опять-таки, быстрота реакций точно так же. Да, какие-то, возможно, необдуманные действия. Но я бы сказала, что он себя сдерживает. Вот он умеет себя контролировать, он умеет себя сдерживать. Вот, потому что он тоже быстр. Вот у него тоже есть такая импульсивность. Но вопрос, а где он ее использует? В каких ситуациях? В музыке или где-то еще? Характеристика номер 3. Брови. Обратите внимание, какой формы у него брови. Брови у него дугой. Вокруг глаза. Причем брови дугой тоже со всей... Вы можете, вот давайте сравним. С его юности, с его молодых лет. И брови у него не поменялись. Они стали еще тоньше, они не были никогда широкими такими, да, темпераментными не были. Они стали еще тоньше, но форму они сохранили. И заметьте, если у Трампа появились вот эти углы, потому что вот эта вот мимика, поднимание, у меня просто этого нет, и я даже поднять это не могу мимически, то у Маккартни не появились. Почему? Потому что человек проходил и проживал через другие состояния и через другой опыт. Брови такой формы обычно у нас в сообществе физиогномистов мы называем заботливыми. То есть это человек, который очень заботится о тех, кто рядом. И он старается сделать все для своих близких людей и быть заботливым в мелких деталях. Вот где Маккартни заботится? О ком? Насколько мне известно, в семье у него, в его семьях, первой и второй, там все было хорошо. Вот. Но при этом характеристика номер 4, посмотрите на его глаза. В принципе, и у Трампа, и у Маккартни глаза с возрастом стали меньше. О чем это говорит? Это говорит о том, что иллюзорности в их мировосприятии стало меньше. Стало больше реалистичности, потому что когда глаза большие, широко раскрытые, это построение виртуальных миров. Это когда человек живет в каких-то облаках, оторванные от реальности. Они сейчас гораздо более с возрастом стали приземленные, и глаза их стали меньше. Вот, естественно, физиологические изменения в организме, безусловно. Но я видела такие примеры, я их сейчас вам не покажу, когда вот человек сильно постарел и высох, а глаза остались большие. Глубокие и грустные.
То есть это не обязательно, что этот маркер будет меняться, но у них он поменялся. То есть сейчас они на жизнь смотрят более реально, и целеполагание у них гораздо более конкретное, чем это было раньше, гораздо более приближенное к тому, что есть на самом деле. Вот, но если у Трампа уголки глаз направлены на висок, великий комбинатор всю свою жизнь, плюс бизнесмен, безусловно, то у Маккартни вы видите и вы знаете, глаза, уголки глаз направлены вниз. О чем это говорит? Классическая трактовка – это то, что у человека было очень много стрессов в жизни, и, собственно, у него стрессы начались с того момента, когда умерла его мать. Она очень рано умерла. То есть он там ее едва помнит. Она умерла очень рано. Понимаете? Поэтому у него в личной жизни плюс. У него умерла первая жена, которую он очень любил. И он приложил огромное количество усилий, вот эта вот забота для того, чтобы что-то сделать для нее, и это оказалось бесполезно. Ну, как бесполезно. Вот. Трагедии было не предотвратить. Поэтому вот эти события, а он человек эмоциональный, они очень сильно отразились на нем. И вот это, и плюс большие сложности на творческом пути. То есть весь его успех, это мы как зрители, диванные такие зрители, наблюдатели. Мы, конечно, можем давать там какие-то оценки, но мы понятия не имеем, каким было закулисье. А закулисье у него было сложным. Поэтому уголок правого глаза у него тоже висит вниз. Там стрессов было много. И его лицо об этом четко говорит. Вы можете сравнить с биографией, я этого делать сейчас не буду, кому интересно. Далее. Пятая характеристика – прямой нос, но он у него, короче, практичный и, собственно, тоже ровный, то есть тоже очень системный. Я думаю, что тут нет секрета, потому что в своей игре на музыкальных инструментах, вообще в своей музыке он очень системный человек. Невероятно системный. Мы можем брать с него пример. Имейте это в виду. Дальше. Характеристика номер 6. Смотрим в профиль, в высокий подносовой желобок. Собственно, это видно и в анфас. Точно такой же авантюризм. То есть точно такое же желание впрыгнуть в ситуацию и уже ориентироваться по ней. И смотрите, вот этот авантюризм, возможно, и позволил группе Beatles когда-то, во-первых, создавать свое творчество в том формате, в котором они его создавали, а во-вторых, проявиться на весь мир. Вот этот авантюризм, вот эта смелость. Этот авантюризм спасает от прокрастинации. Да, результаты могут быть непредсказуемые, и результаты могут быть ужасными совершенно. Когда побежали, вообще не поняли, куда побежали. Но главное побежать, главное что-то уже делать, пока другие сидят, ждут. Авантюристы уже побежали. Уже наломали дров, уже опыт получили, уже сделали выводы из этого опыта. Кто-то сделал, а кто-то нет. И, возможно, этот авантюризм, эта черта сыграла большую роль в развитии их творчества. Понимаете? Ваши варианты я надеюсь увидеть в комментариях. Губы и рот. У него рот как был маленький, ну как, относительно небольших средних размеров, так и остался. То есть, если мы посмотрим, знаете, еще куда, характеристика номер 9, носогубные складки, которые идут на тяговый желвак, то ему скорее нравилось то, что он делает, несмотря на то, что для этого надо было пахать. Но я думаю, что он вряд ли руководствовался голыми эго-амбициями. Нет, ему было просто по кайфу. Но он понимал, что пахать придется, и он пахал. И он прямо такой трудоголик. И в этом он проявлял свою системность. Плюс характеристика номер 8 – мощная челюсть. Вы можете сравнить, у Пола Маккартни стрессоустойчивость, способность оказывать давление на ситуацию гораздо выше, чем у Трампа. Поэтому Трамп использует разнообразные методы, чтобы спрятаться периодически. Понимаете, когда он не может выдержать давление, он использует другие методы. Ну, это особенности его роли социальной. И положение ушей. Уровень посадки ушей Пола Маккартни выше, очевидно выше. И это говорит о том, что он ищет информацию, ищет ресурсы для своих целей. То есть у него есть направление, у него есть целеполагание, он хорошо понимает, зачем он это делает. И его мотивация – это самореализоваться, то есть найти возможности, найти ресурсы, найти то, что позволит ему реализовать себя. Разницу чувствуете между практической выгодой первого и совершенно иным характером мотивации второго. Окей?
Собственно, это все, что я хотела вам рассказать о секретах их лиц. Если у вас есть дополнения, коллеги, рада приветствовать. Если у вас какие-то есть соображения, пожалуйста, вы имеете право выражать свои эмоции, но, пожалуйста, без перехода на личности. То есть мы критикуем только информацию. Я, безусловно, что-то пропустила. Конечно, обычно анализируется, извините, 25, где-то 24-30 маркеров на лице. Я вам дала буквально 9-10 в каждом случае, то есть это не все. И я не давала полноценный портрет, я дала набор характеристик, а вы мне просто скажете, где это проявляется. Давайте вот так, таким образом повзаимодействуем. Кому интересны прошлые разборы, у меня в плейлисте, в конечной заставке вы увидите плейлист, вы можете посмотреть других известных людей, а я подумаю, чье лицо мы проанализируем в следующий раз. Спасибо вам за ваше внимание. Я начала также вести прямые трансляции, поэтому они немножко другого характера. Там вы можете, если вы попадаете на мои прямые трансляции, вы можете задавать мне вопросы, и я отвечаю четко на ваши вопросы. Кому интересно пообщаться со мной вокруг физиогномики и моей жизни в Испании обо всем, милости прошу, отслеживайте, становитесь подписчиками моего канала и отслеживайте мои трансляции. Следующая будет завтра вечером. Часов 5-6 по Мадриду, вот точнее не скажу. Хорошо? Всем спасибо, всех рада была видеть. Пока!